Так, всем привет. Сегодня мы разберем такую тему, типы сайтов, которые можно создать во Flow, реализуемый функционал и его ограничения. Я выделил здесь 3 подтемы. Первое — это Flow как инструмент для создания разнообразных сайтов. Рассмотрим, как Flow может быть использован для разработки разных типов сайтов, начиная от каких-нибудь простых лендингов, промо-страниц, блогов до интернет-магазинов. Потом разберем функциональность Flow, проанализируем функционал его, возможности расширения этого функционала, интеграции с внешними сервисами за счет разных инструментов. Есть некоторые варианты расширения, не только скриптом, и мы разберем подробнее. И ограничения Flow. То есть обсудим, какие ограничения в принципе есть существующего функционала, можно ли их обойти, как обойти, и функционал, который нельзя обойти. Flow как инструмент для создания разнообразных сайтов. Тут я выделил такие 3 пункта. На самом деле это, я написал здесь типы сайтов, хотя это, наверное, не типы сайтов, просто не придумал, как лучше назвать. Я решил разделить на такие вот пункты. Можем реализовать сайты разной сложности, верстки и анимации без CMS, там разные сложности верстки с CMS и e-commerce. E-commerce я вынес его отдельно, потому что для него, можно сказать, есть отдельная админка в Flow, и она отличается от... То есть CMS админка для e-commerce отличается от CMS админки для обычных постов. На этом этапе я хочу показать примеры сайтов, которые, пойдем от простых к более сложным. Это наш сайт, разработанный на Flow. Это концепт. Тут хочу просто показать, что он на самом деле простой, но за счет разных микроинтеракций, там при ховере, там в линии, допустим, у нас есть, он получается, хоть и простой, но получается визуально симпатичный, интересный. Допустим, тоже у нас концепт, который мы делали на Flow. Тоже особо ничего сложного здесь, но за счет всяких там параллаксов, эффектов, слайдеров, таких вот разных анимаций при скролле выглядит классно. Дальше я покажу один из самых сложных сайтов, которые мы делали, за счет количества анимаций и сложности. Тут достаточно страниц, но сложность не в этом, сложность в том, что на большинстве страницах, в том числе и на главной, сейчас я покажу, очень много
нестандартные анимации, которая там при скролле все у нас куда-то двигается, летит, прилетает, улетает. И я считаю, что это пока у нас один из самых сложных был проектов в плане верстки и анимаций. Потому что много разных типов анимаций, в принципе, много анимаций разной сложности. Я не буду показывать тут все страницы, достаточно главные, хотя примерно с такой же сложности с анимациями есть и другие страницы. Сразу покажу, что, допустим, здесь есть блок, стандартный блок с категориями. Есть такие вот у нас слайдеры, которые разделяют типы постов. Допустим, популярные были вот посты у нас, популярные видео-посты, и шаблонная страница поста. Тут, в принципе, все просто. Вот. И вот два первых пункта. Здесь, получается, разные сложности верстки без CMS и разные сложности верстки с CMS. То есть здесь они никак не связаны в том плане, что то есть, может быть сложный сайт по верстке с анимациями, но у него может быть CMS. Почему такое разделение? Потому что конкретно тут скорее сделать такое разделение, потому что ограничения касаются именно админок. То есть если у нас нету CMS, у нас почти ограничений никаких нет. То есть мы реально можем сделать любой сложности почти сайт, анимацию крутую, дизайн классный. Если у нас появляется CMS, у нас появляются некоторые ограничения. Мы дальше про них поговорим в другой подтеме. Если у нас есть e-commerce, там еще больше, значительно больше ограничений, чем просто CMS для обычных постов. Поэтому сделать такое вот разделение. То есть это скорее не типы сайтов, а типы сайтов по ограничениям, что ли, да. Давайте вернусь, покажу еще несколько примеров сайтов. Вот, допустим, сайт мы разрабатывали, в принципе, несложный. Здесь есть страница с архивом, с постами, которые выводятся. Здесь у нас на этом сайте CMS. То есть, смотрите, тут хочу просто обратить внимание на то, что если мы используем не e-commerce, а просто CMS, большую часть проектов, то есть за 90%, нам хватает функционала CMS Workflow. То есть мы можем реализовать, допустим, здесь у нас есть поиск, фильтрация, такой тип фильтрации, такая фильтрация. Сами посты, они могут быть разные. То есть это может быть блог со статьями, это может быть, как здесь, допустим, у нас member, может быть вакансия, все что угодно. Но принцип один и тот же. То есть у нас есть архив постов, есть шаблон поста, и мы их выводим и реализуем в разных видах. Фильтрацию, поиск, пагинацию. Тут, допустим, пагинация у нас, ее нет, у нас тут просто кнопка по-русски. Но можем сделать пагинацию по страничному. Дальше покажу интернет-магазин. Это не на Webflow сделано, просто мы ни разу еще не делали. То есть я, в принципе, работал с e-commerce Webflow, но мы ни разу не реализовывали
вот в Flow Lab проекте, используя e-commerce Flow. Просто показываю пример какого-то интернет-магазина, и хочу, чтобы вы понимали, что в принципе мы можем здесь реализовать, допустим, вот все, кроме favorite. Такую вот с категории, такую вот фильтрацию по цвету, брендам, там такой вот ползунок цен. Добавить там кнопку корзину. Нету, на этом сайте нету корзины именно. Почему-то. Вот такая вот фильтрация. То есть мы конечно, разберемся чуть попозже про ограничения. Почему мы не можем сделать, допустим, избранное, добавить в избранное, сравнение товаров. Но конкретно здесь, просто на этом примере, я хочу показать, что мы можем сделать такой сложности фильтрацию, пагинацию, такую вот фильтрацию. Вот, это реализуем как в постах в обычном CMS, так и в e-commerce. Так, ну и e-commerce. Я его отдельно выделил, потому что, как я и сказал, по-моему, да, отметил, что там админка все-таки отличается от обычной CMS, и ограничений намного больше, чем в обычной CMS в Flow. Функциональность в Flow. Так, значит, немножко мы затронули уже пункт, что можем реализовать практически любой сложности верстку и анимации. Далее, тут можно было, конечно, в принципе, объединить анимации в первый пункт поставить, но ладно же, я написал как отдельный пункт, потому что Flow действительно классный инструмент по созданию анимаций, за счет чего мы можем сделать просто быструю анимацию, можем сделать очень разную, в принципе, анимацию, разных сложностей, и ту, которую мы не можем сделать, мы просто можем сделать ее с помощью сторонних библиотек. Или написать, не знаю, свой скрипт. Далее, CMS. То есть мы здесь в этом пункте функциональность просто перечисляем возможности. Конечно, некоторые пункты, они ограничены, мы про них поговорим, но их просто стоит перечислить. CMS. Тоже показал я примеры сайтов. Сказал то, что большинство проектов, где требуется CMS для обычных постов, для блога, там, для вакансий, для команды, для вывода команды, 90% хватает функционала CMS в Flow. E-commerce. Здесь очень много ограничений, их разберем дальше. Вот, но он есть. Он есть и для простых интернет-магазинов можно использовать, в принципе, e-commerce в Flow. Просто перечислил несколько там моментов, которые есть в e-commerce. Скидки, промокоды, опции продукта. Можно, тут я не указал, указывать количество продукта, и оно будет автоматически, то есть если он заканчивается, то продукт будет скрываться. Опции продукта, то есть вариативность можно сделать, там цвет выбрать, размер, корзина, естественно, чекаут страницы для оформления заказа и онлайн-оплата. В Flow, в e-commerce Flow есть онлайн-оплата Stripe и PayPal. Да. Визуальное редактирование. Такая функция, как визуальное редактирование, на самом деле интересная, но ей, мне кажется, очень мало пользуются заказчиков. Я не скажу, что это там плохо или хорошо, просто мне кажется,
ей мало пользуются, потому что просто-напросто на этапе проектирования сайта при там, ну не знаю точно на каком этапе, то есть там на этапе, может быть, дизайна к лидокопии, да, уже утверждается, картинки утверждаются. Заказчику просто-напросто потом, после передачи проекта, наверное, мне так кажется, уже практически не нужно что-то там править. Поэтому просто есть такая функция, она интересная, прикольная. То есть заказчик может открыть прям сайт, визуально он не открывается, без всякой там среды разработки. Просто в режиме редактора открыть сайт, и у него будет визуальное редактирование. То есть он может выделить, нажать на любой текст, ссылку, кнопку, картинку и заменить. И опубликовать сам кнопкой. Личный кабинет. Тут я написал в скобках очень простой, потому что тут я поспешил сказать, что e-commerce это самый такой ограниченный, наверное, функционал Webflow, потому что самый, наверное, ограниченный функционал Webflow — это личный кабинет. Ну, дальше тоже мы его разберем, почему в другой теме ограничения. Но вкратце скажу, что сейчас, по сути, он имеет функцию только для... То есть пользователь может зарегистрироваться или там авторизироваться, восстановить пароль. Личный кабинет, там буквально несколько полей только. И функция сейчас личного кабинета в Flow только для того, чтобы пользователь зарегистрировался и ему открыть доступ к конкретной странице или к папке со страницами, или какой-нибудь блок отобразить, вот когда он авторизировался, ну или зарегистрировался. Также там есть, можно создавать группы пользователей и конкретно, то есть разделять пользователей по группам. То есть одной группе открывать доступ к одним страницам, например, другой группе к другим страницам. Просто сейчас я, не знаю, мне кажется, очень редко используют эту функционал личного кабинета, потому что, по сути, он только выполняет цель для открытия доступа к разным частям сайта. Далее, можно расширить функционал скриптом, или подключение библиотеки. В принципе, это можно, конечно, сделать, думаю, на многих подобных платформах, там, не знаю, конструкторов. Просто Flow это намного удобнее, так как он все-таки ориентируется не на обычных пользователей, которые могут эту платформу там за 1-2 дня освоить и накидать простенький сайт, а направлен все-таки Flow на категорию, можно сказать, верстальщиков, не знаю, то есть которые уже как минимум знают HTML, CSS, базовые знания должны там JS иметь. То есть можно расширить функционал и с любой, там, не знаю, кастомный слайдер сверстать, фильтрацию реализовать через разные библиотеки, там, кастомный плеер сделать, модалку, что угодно из такого вот не сильно прям сложного функционала. Интеграция с сервисами через интегратор. Я здесь указал самые популярные, это Zapier и Make, хотя их есть много. Я немного работал в Zapier давно. В основном использую уже продолжительное время Make, потому что функционал его тот же, что и Zapier, но он, мне лично, допустим, удобнее он, и самое главное, он дешевле. То есть в бесплатной версии там в 10 раз больше срабатывания экшенов, так называемых, чем у Zapier. Если брать платный тариф, то они тоже дешевле, чем у Zapier.
Значит, интеграция через интегратор. То есть тут можно сделать, ну, например, вот мы на HoloLab сайте делали интеграцию с формой и HubSpot. То есть при отправке формы мы реализовали создание контакта в HubSpot. Тут вариативности может быть очень много, то есть можно с формой передавать почти куда угодно данные, то есть в Telegram-канал, в Excel-таблицу, заявки, чтобы падали. Также можно не только с формами сделать интеграцию, с формами Flow, а, допустим, при публикации сайта, чтобы что-то происходило. Или при создании поста. И также обратно. То есть можно, допустим, ввести, например, какую-то Excel-таблицу, через интегратор периодически проверять данные в этой таблице и, например, во Flow, не знаю, там, создавать посты. То есть это очень большая вариативность с помощью интегратора. То есть мы связываем один сервис какой-нибудь с Webflow. И то есть с Webflow могут быть данные отправляться в этот сервис, так и наоборот. Далее, последний пункт. Развивающийся marketplace приложений для Webflow. Я вот обратил справа на... Вот здесь скриншот у нас. Marketplace приложений Webflow. И, наверное, стоит его показать, остановиться на нем и показать в браузере. Значит, на Webflow есть вот отдельный marketplace приложений. Они его давно сделали, наверное, уже больше года назад. Но сделали его как, то есть разработчики сделали его как бы наполовину. То есть разработчики сторонние могут разрабатывать приложения для Webflow, используя, по-моему, REST API это называется, и добавлять вот в этот marketplace. Какие-то приложения платные, какие-то бесплатные, какие-то частичные, то есть там платная версия, да, есть с какими-то там фичами платные тарифы. То есть в чем вообще вот marketplace приложений для Webflow, чем он крут? Так вот, кстати, я сказал, что наполовину его реализовали год назад, и только буквально недели 3 назад его дообновили, что ли, то есть расширили возможность. То есть изначально, когда они запустили эту страницу маркетплейса, сторонние разработчики могли только разрабатывать приложения и добавлять их вот в этот marketplace. Но разработчику Webflow среди разработки нельзя было управлять этими приложениями. Вот недели 2-3 назад они наконец-то доделали этот функционал, то есть они добавили в среду разработки, вот я покажу, в среду разработки добавили наконец-то возможность, есть кнопка приложения, управлять конкретным приложением, которое мы установили для проекта из маркетплейса. Тем самым, в чем вообще крутость? В том, что эти приложения могут взаимодействовать со средой разработки. Тем самым мы можем, для примера я добавил приложение одно, создание таблиц. В Webflow нет никакого элемента, компонента для создания таблиц. Вот я установил приложение, можем его запустить и создать какую-нибудь таблицу, ее тут настроить.
И она у нас добавляется прям, закрыть окно, и добавляется прям компонент в среду разработки. И здесь мы можем полностью им управлять. Это становится компонент частью вот Webflow, частью среды разработки. То есть мы можем стилизовать его как угодно, добавлять там контент в эти там колонки. Вот. И в чем мощность этих приложений? В том, что я сказал, что они могут вливаться в среду разработки и тем самым расширять, не знаю, безграничный функционал Webflow. Сейчас единственный минус, как не минус, просто их пока мало. Когда они обновили этот marketplace и дали возможность управлять приложениями прямо среди разработки, буквально за несколько недель я заметил, что появилось там, не знаю, приложений новых штук 5-6. И сейчас они только будут намного быстрее и больше добавляться. И, следовательно, функционал сейчас будет намного быстрее расширяться, расти с помощью вот этих приложений. Тут очень разные приложения, их не сильно много, как я сказал. Но тут есть по аналитике и по, допустим, вот приложение там, Unsplash. Просто можно добавлять прям, появляется окошко, добавлять прям в среду разработки картинку. Или, допустим, вот приложение, которое позволяет редактировать в отдельном сервисе. То есть открывается окно, опять же здесь у нас в среде разработки. Можем редактировать код удобно и выливать его на стейджинг, продакшн. Вот. И, естественно, на продакшн, если выливаем, это все загружается на CDN, и это круто, потому что в Webflow, допустим, такого нет. Мы можем или со своего подключить хостинга свой файл скрипта, или там реализовывать свой как бы деплой через, чтобы то есть все шло через GitHub, на CDN заливалось, потом подключалось к Webflow. А тут буквально в 2 клика мы можем использовать деплой, по сути, через такой сервис готовый. Так, по функциональности я прошелся. Давайте теперь поговорим про ограничения. Это, наверное, самая такая сложная была для меня подтема, потому что не знаю почему, просто ее было сложно объяснить. Хотя, с одной стороны, как бы все просто, а с другой стороны сложно. Наверное, сложно ее объяснить как бы простыми словами. Я ее разделил на таких 2 как бы пункта, как ограничение функционала, которые можно обойти скриптом, и ограничения от платформы, которые нельзя обойти или очень сложно. Ограничения, которые можно обойти, они связаны, в принципе, их немножко затронули уже вот в функциональность, в разделе функциональность Webflow. 3-й пункт снизу, то есть, да, можно расширить функционал скриптом или сторонними библиотеками. То есть, что это значит? То есть, допустим, у нас есть некоторые компоненты в Webflow, например, я здесь показал такие блоки. Например, у нас есть слайд. Но он, компонент слайдера Webflow, но он очень ограничен, очень простой, плохо кастомизируемый, и нам не составляет труда включить библиотеку стороннего слайдера, сверстать его, инициализировать, запустить. И также сделать с почти там любым функционалом, которого нам не хватает. Там, модалку кастомную сделать через стороннюю библиотеку, фильтрацию любую там кастомную подключить.
и так далее. Анимация. Допустим, если нам не хватает стандартного функционала анимации во Flow, мы можем спокойно написать скрипт свой для анимации, не знаю, какого-нибудь блока, элемента. Вот, то есть в основном это несложные какие-то компоненты, какой-то функционал, которые можно сторонними библиотеками, скриптом обойти, расширить функционал Flow. И ограничения платформы Flow, которые нельзя обойти или очень сложно. В основном нельзя. Например, первый пункт — это CMS, e-commerce, личный кабинет. Здесь я показал на скрине вот справа скрин CMS для обычных постов, выше CMS личного кабинета. Здесь я не показал, просто не вместилось бы CMS e-commerce. В принципе, он, вот можно увидеть на CMS для обычных постов, есть поля custom fields. Да, к слову, это у нас скрин для разработчика, то есть редактирование CMS в роли среди разработчика. Для менеджера это выглядит совсем не так. Вот. Значит, просто я добавил скрин здесь разработчика, чтобы показать, что у нас есть custom fields, которые вот у нас добавлены здесь. Они добавлены из этих, я здесь раскрыл список, из этих существующих компонентов, полей. И ограничение в том, что вот какие есть у нас поля, допустим, там дата, да, обычное поле, там картинка, галерея. Какие у нас есть поля, которые дает нам Flow, те мы и можем использовать. Мы не можем никак добавить здесь какой-то другой тип поля. Мы здесь ничего не можем изменить, кроме как или добавить какое-то необходимое поле из списка, или удалить его. Плюс неудобство в том, что мы не можем никак, например, эти поля комбинировать, объединять. То есть создать, допустим, несколько полей текста и сделать так, чтобы, допустим, менеджер, кто посты создает, этот блок, который мы объединили, несколько полей обычных, как-то, чтобы он дублировал их и заполнял, и потом их вставлял в разные места в посте. То есть такого нет. Мы добавляем просто поля, и по порядку менеджер их заполняет. Это неудобно, конечно. Поля используем только, которые есть. Что есть, то есть. В принципе, для именно блога, для обычных постов, не для e-commerce, этого в основном хватает. По e-commerce принцип тот же самый, что и для CMS, просто там изначально есть некоторые поля, так как это все-таки необычные посты, архив постов, шаблонный пост, а это продукты. Поэтому у него есть... давайте я сразу, покажу, чтобы было, опять же, наглядно, интересно. Допустим, вот у нас есть продукт. Так, нет, надо показать не заполнение, а редактирование. У него есть тут у e-commerce поля эти все, которые уже они есть, их нельзя изменить. И только custom fields, начиная с custom fields, можем добавить
по сути, те же поля, что и для обычной CMS. И тут для e-commerce у нас есть изначально вот там категории, цена, поля цен, этот текст, налог, вес, ну, параметры, в общем, продукта, количество и так далее. Но дело в том, что, казалось бы, тут намного больше полей, чем обычный CMS. Почему же он намного сильнее ограниченный, чем e-commerce, чем обычный CMS? Потому что если мы берем e-commerce, обычный, не обычный, интернет-магазин, который не там какой-нибудь очень простой, мы не можем реализовать... Ну, во-первых, почти везде в магазинах есть личный кабинет, где подгружаются товары, которые мы заказали, там статус меняется, да, там у товаров оплачен, не оплачен, ждет оплаты и так далее. У нас мы не можем реализовать, допустим, сравнение товаров. Мы не можем реализовать избранное. Тут, допустим, например, валюта. То есть интернет-магазины бывают намного... То есть тут больше вариативности, сложности, что ли. То есть они бывают как очень простые, так и очень сложные. В сравнении, допустим, с блогом, ну, с постами обычными, там все-таки плюс-минус стандартный функционал. То есть выводятся посты, есть категории и поиск. В основном блоги такие. То есть, если что, можно добавить там фильтрацию какую-то более сложную, но там чего-то сверхъестественного нет. А в e-commerce интернет-магазины бывают очень разной сложности. Также, например, вот есть онлайн-оплата, встроенная в e-commerce flow, Stripe и PayPal. И никак нельзя подключить другую. Вот, потому что она, естественно, связана с... она интегрированная, и нужно как бы ее использовать, и другую вряд ли можно подключить. Ну или очень сложно. Личный кабинет. В принципе, я про него уже сказал. Он сейчас выполняет, он очень ограниченный, вот буквально здесь только несколько полей можно увидеть на этом скрине. Он пока сейчас выполняет только одну функцию. Это предоставлять доступ залогинившимся пользователям или там, кто зарегистрировался, авторизировался. Предоставлять доступ к каким-то там частям сайта. И все. То есть в него сейчас нельзя вывести заказанные товары, толком какие-то там нельзя создать поля в нем. Вот. Такие вот ограничения. Далее, сложный функционал, требующий работы с базой данных. Здесь я перечислил как раз-таки вот функционал, который, конечно, относится в основном к e-commerce, но это просто такой явный пример, когда нам нужно взаимодействовать с базой данных. То есть вот функционал избранное, добавление товаров избранное. Это может быть не только именно там добавлять в избранные продукты. Можно, в принципе, какой-нибудь просто пост добавлять в избранное. И такое нельзя реализовать на Flow. Сравнение товаров тоже. Несколько валют, и так далее. Можно разных функционалов перечислять, которые требуют работы с базой данных. Почему нельзя? Потому что у нас нет доступа к серверу,
Webflow, у нас нет доступа к редактированию админки. Мы можем Webflow только поддерживает язык, то есть определяет HTML, CSS, JS, то есть он не понимает серверные языки. И итог. Какой итог? Значит, в основном ограничения касаются у нас серверной части, вот как я сказал в предыдущем слайде. У нас нет к ней доступа, значит, мы не можем изменить или расширить возможности админки, любой админки, то есть админки CMS, обычный CMS для постов, админки CMS e-commerce, админки личного кабинета. Вот. Но я уверен, что в Marketplace приложений для Webflow будут добавляться приложения, которые теперь будут добавляться все чаще, все больше, которые будут расширять именно в том числе и функционал админки. Далее, значит, работа с базой данных мы не можем никак. И, следовательно, реализовать более сложный функционал. И никак не можем настроить сервер, потому что у нас нет доступа к серверу Webflow. То есть все упирается в админку, и в сервер Webflow. Мы должны только использовать, если мы используем динамический контент, нам нужно выводить, если мы используем CMS для обычных постов, e-commerce, личный кабинет, мы должны использовать только то, что нам дает Webflow. По крайней мере, пока что. Я уверен, это будет меняться. Они будут сами, разработчики Webflow, это обновлениями расширять функционал. И, я думаю, намного быстрее приложения из Marketplace дадут возможность расширить функционал админок. Касательно обычных сайтов, статичных, мы можем реализовать там почти все, что угодно. Всякой сложности верстку, анимации, структуру разную. Вот. В принципе, все. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Всем пока.